Приветствую вас! Попытки создать универсальный транспорт были всегда. Ведь многим странам, которые были связаны с автомобилестроением, хотелось создать такой автомобиль, который мог ездить не только по благоустроенной дороге, но и по бездорожью. Не обошла этой тенденцией и Советский Союз. И в 1960 году конструкторами экспериментального завода ГАЗ, который возглавлял Алексей Смолин, в сотрудничестве с нами начали разрабатывать на базе легкового автомобиля экспериментальный советский автомобиль повышенной проходимости, который мог преодолевать любое бездорожье. Такой транспорт особенно был необходим нефтяникам, геологам, ученым, работа которых не всегда была связана с благоустроенной дорогой. Сначала конструктора решили провести испытания на моделях, которые были намного меньше настоящих. Из шланга, присоединенного к образцу, нагнетали воздух, и образец зависал над поверхностью суши или воды. И воодушевленные успехом дальнейшую разработку связали с постройкой автомобиля на воздушной подушке. Для движения по дороге будущего автомобиля взяли шасси с независимой подвеской от автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Также от нее взяли рулевое управление, гидравлическую тормозную систему и трансмиссию. Силовым агрегатом служил 8-цилиндровый двигатель от другого газовского автомобиля ГАЗ-13 «Чайка», который разместили в средней части автомобиля, мощностью 195 лошадиных сил. Он автоматически также приводил в движение два нагнетающих поднящий воздух вентилятора, которые были расположены в передней и задней части, и которые в свою очередь создавали воздушную подушку под автомобилем. Для удержания воздушной подушки под днищем создали специальный корпус автомобиля, который играл роль ресивера. Таким образом, воздух выходил под давлением через кольцевые щели, расположенные под углом 45 градусов внутрь, и поток образовал воздушную завесу по периметру машины, а под днищем образовалось повышенное давление, способное приподнять машину от поверхности. Еще интересной особенностью данного автомобиля было то, что по дороге он мог ездить на шасси, а когда нужно было ехать по пересеченной местности, эти шасси при помощи гидравлических приводов убирались. Все органы управления автомобиля и вентиляторами убрали под стеклянный колпак двухместной кабины. Первая экспериментальная модель, которая получила название ГАЗ-16, была готова в 1961 году, и первые же испытания сразу показали низкую эффективность первоначальной конструкции. Все дело в том, что автомобиль сильно проседал, управление при помощи жалюзи оказалось малодейственными, а сама скорость составляла желать лучшего – всего 40 км в час. И по результатам первых испытаний вскоре был построен второй прототип – ГАЗ-16А. На нем уже установили два маршевых вспомогательных двигателя мотоциклетного типа по 28 лошадиных сил каждый, которые при помощи карданной передачи вращали трехлопастные винты, вынесенные на специальные пилоны хвостовой части. Они обеспечили возможность реверса и маневрирования. Третий следующий прототип кардинально отличался от предшественников. У автомобиля, который назвали ГАЗ-16Б, уже применялась комбинированная схема. Силовым агрегатом уже служил вертолетный двигатель от Ми-2 ГТД-350 мощностью 350 лошадиных сил. Он приводил в движение как нагнетающие вентиляторы для воздушной подушки, так и маршевые вентиляторы. Но даже установка нового двигателя не дало того, что от этой машины требовалось. И по результатам испытаний, которые проводились в 1962-63 годах, сделали вывод, что данная машина хоть и считалась перспективной, но конкурировать с обычными машинами не могла. Автомобиль мог перемещаться по пересеченной местности и преодолевать траншеи, но на воде поднимал кучу брызг, что существенно ограничивало видимость. А на песке очень сильно забивались механизмы. А если добавить сюда сложность при конструировании, неэкономичность, так как потреблял много топлива, плохую управляемость и невысокую грузоподъемность, то становится понятным, что этот проект по созданию автомобиля на воздушной подушке закрыли. А до наших дней сохранилась и вовсе только часть кузова, одного из макетов, который хранится в музее ГАЗ. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствую ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.